Всем привет! Как же я по вам соскучилась! Я так давно ничего не снимала, потому что у меня было просто очень супер рабочее лето. Я не снимала, наверное, полгода. Сейчас вторая половина сентября 22 года, я в Батуми. В Батуми сегодня 35 градусов, 35, ребят. Я чувствую, как я просто потею, пока снимаю. Лучше на улицу вот сейчас, сегодня не выходить, но как есть, так есть. Мы сегодня с вами поговорим на тему, которая волнует каждого человека, который хочет покупать квартиру в Батуми. Как же правильно выбрать объект для инвестиций? То есть мой канал, он про инвестиции, он больше не про жизнь, а про инвестиции, да? Но буду затрагивать и ту, и другую тему. Итак, есть два вопроса, которые следует себе задать, прежде чем купить объект. Первый – это какая ваша стратегия? Батуми особенный город. Здесь есть два прям типа недвижимости, которые между собой отличаются. Если в Риге, в Латвии, да, можно было бы квартиры и так, ну понятно, что центр лучше для краткосрока, да, спальные больше для долгосрока. И то спорный момент, если честно. То здесь есть здания, которые хорошо подходят для краткосрочной аренды, а есть здания, которые отлично подходят для жизни. И это прям очень сильно разнящиеся проекты. Вот. Поэтому первый вопрос, который нужно самому себе ответить, это какая у меня стратегия. Хочу сдавать я в краткосрок, хочу сдавать я в долгосрок, хочу сдавать миксом, но скажу сразу, для Батуми это сложнее найти такие вот именно объекты, которые подойдут и туда, и сюда. Или же я хочу на стадии котлована и уже тогда зарабатывать на росте цены. Давайте разберем на примерах. Для краткосрочной аренды, в принципе, я считаю, что Орби Сити, самый известный, наверное, проект в Батуми, он хорош. Для долгосрока, к сожалению, нет. Другой пример. Если вы хотите сдавать в долгосрочную аренду, то лучше выбрать объекты не на первой линии, а обязательно с газом. Хоть многие говорят, что в Батуми субтропический климат, не обязательно иметь отопление. Если честно, я с этим абсолютно не согласна. То есть для жизни все-таки лучше, чтобы у вас в доме был газ. Краткосрочные объекты с красивой рецепцией, охраной, инфраструктурой зачастую, у них обслуживание значительно выше, чем у домов, предназначенных для простой жизни. В среднем обслуживание квадратного метра в апарт-отелях на гостиничного типа жилых комплексах начинается от $1 и до 2, но больше 2. На это нужно рассчитывать, да. То есть, если вы покупаете такую недвижимость, задайте себе вопрос, кто как будет покрывать издержки, которые происходят зимой. Опять же, в принципе, Орби Сити можно доукомплектовать стиральной машиной, отоплением электрическим, да, поставить туда большой холодильник. Сдавать можно, но это, конечно, не так комфортно, как жить в доме, где есть отопление газовое или водяное. Хотя водяное здесь очень редкость. В принципе, они на стадии строительства. Другая история. Если же вы покупаете квартиру для того, чтобы сдавать ее в долгосрок, то лучше брать обычные дома. Да, там нет рецепции, там, возможно, не такая красивая отделка в парадной, в подъезде, на лестничной клетке. Но зато обслуживание там будет значительно дешевле. Застройщики по-разному подходят к этому вопросу. Некоторые берут за квадратный метр, некоторые берут, допустим, студия однокомнатная, двухкомнатная и так далее. В среднем за студию в обычном доме издержки на обслуживание где-то $25 в среднем. Если квартира побольше, то, соответственно, и плата может быть побольше, хотя некоторые застройщики предлагают и около $25-30 и за квартиру с отдельной спальней. Что достаточно дешево содержать такую квартиру, и зимой вы ее с вероятностью 90% при правильном маркетинге и все 100 сдадите. То есть, конечно же, сдать можно абсолютно все, вопрос за какие деньги. Третий вариант – аренда микс. Это действительно редкие случаи, когда это вроде апарт-отель красивый, но там можно жить и зимой, и будет комфортно. Один из таких проектов – это Альянс Палас. Я после Мексики в Батуми приехала 12 или 13 марта.
шел снег. На улице было 0 градусов, понимаете? Эта весна вообще в Батуми была очень холодная. И я решила остановить свой выбор на Альянс Пэлас, чтобы там жить. И скажу так, я даже не всегда включала кондиционер отопления. То есть в Альянс Пэласа у них необычные такие кондиционеры, которые маленькие, у них встроенная система под потолком, и она комфортная. Я включала в принципе только на ночь, днем нет. И отлично жила. Вот, поэтому Альянс Пэлас, несмотря на то, что это парт-отель, я его для жизни могу порекомендовать. Мне за это стыдно не будет. Прежде чем мы с вами перейдем к обсуждению второго вопроса, о, смотрите, самолет поймал кусочек, там заходит. Прежде чем мы перейдем к обсуждению второго вопроса, хочу сделать небольшую вставочку. Владельцы недвижимости, которые ищут хорошую управляющую компанию, с радостью поможем вам в следующем году, начиная с мая, берем в управление следующие объекты. Orby Beach Tower, из которого я снимаю, смотрите, потому что такие квартиры, они просто не могут не сдаваться. Более того, я вам скажу, что это самый красивый вид в Батуми, без шуток. У меня есть разные, но вот это мой самый любимый, потому что здесь и горы есть, и все новые здания, и парк, и еще это сторона закатов, то есть солнце садится примерно тут, зимой, в зимнее время года, и немножко в той стороне в летнее. Вот, соответственно, буду рада взять в управление квартиры в Orby Beach Tower, буду рада взять в управление квартиры в Batumi View, буду рада взять в управление квартиры в Альянс Пэлас, в Порто Батуми Тауэр и аналогичных. Первая линия, элитные здания. А теперь пойдемте прогуляемся по этому чудесному парку, и я вам расскажу про второй вопрос, который необходимо задать себе, прежде чем покупать недвижимость. Beach Tower. Мой самый любимый вид именно оттуда. Смотрите, какой тут парк красивый. Он хоть достаточно новый, да, деревья еще не так сильно выросли, но он ухоженный. Очень ухоженный, вот с детской площадкой, там есть еще дальше тренажеры. Да, магазин, то есть я верю в будущее этого района, да, но сейчас, к сожалению, инфраструктура здесь требует доработки. И кафешечек хочется побольше, и всего другого, что нужно для обычной жизни. Ну, там, парикмахерские, не знаю, что, магазинов побольше, да, потому что, по сути, сейчас у нас вот Метро Сити, большой магазин здесь, да, не сюда показала. Метро Сити, большой магазин здесь. А так-то как бы еще есть White Sales, которые переименовали сейчас. По-моему, они называются Бьянка. А теперь мы с вами перейдем ко второму вопросу. Это, конечно же, финансирование проекта. По сути, есть несколько вариантов. Самый простой и одновременно сложный, может, не самый прибыльный, это оплата наличными. То есть, если у вас есть деньги, которые вы хотели бы инвестировать. Второе – это рассрочка от застройщика. В основном, везде, наверное, я ничего не слышала, где бы была бы процентная рассрочка от застройщика в Грузии. В основном, это беспроцентная рассрочка от застройщика до тех пор, пока здание не сдано в эксплуатацию. Но есть и исключения. Вот, потому что некоторые предлагают рассрочку, например, на год, даже уже со сданным в эксплуатацию зданием. И третий вариант – это ипотека. Ипотеку иностранцам взять легче, чем гражданам Грузии. В Грузии, как ни странно, да. Иностранцы могут брать в евро или долларах, и ставки там ниже, чем в ларе. Вот. Это, конечно, привлекает очень многих людей брать ипотеку здесь. И, по сути, вы сами подаете бумаги, которые банк рассмотрит и уже вынесет вердикт. Итак, что я хочу сказать про эти некоторые пункты. У каждого есть своя стратегия, как мы уже разобрали. И в каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Зачастую я вижу такую ситуацию на рынке, что если у вас есть наличные деньги, купить недвижимость дешевле. Потому что возьмем, даже рассмотрим самый большой комплекс Батуми, как они позиционируют даже в мире, потому что сейчас у них уже
около 6 тысяч апартаментов, да, в первых 2 построенных блоках. И сейчас еще строится. Так вот, в принципе, в Орби-Сити, ну, год назад вы еще могли купить готовый уже за 30, 32, 35 тысяч долларов. А сейчас уже в сентябре, ну, начиная где-то, наверное, от 40, плюс-минус, да. Кому как еще повезет. Есть владельцы, которые торопятся, тогда можно и получше сделки найти, но в основном все-таки это цены там уже 42, 43, 45, есть и больше, там 50, 56. Это я сейчас про студии все говорю, да, в зависимости от этажа и вида. Но в то же время в строящемся здании вы можете найти объекты примерно по такой же цене на нижних этажах. Поэтому, если у вас есть наличные деньги, то выгоднее купить, конечно, вторичку. Там это более выгодно получается, но не во всех объектах, не во всех. Это мы просто разобрали самый известный случай. Орби-Сити, я имею в виду. Суммируя все вышесказанное, нужно учесть 2 момента. Что вы планируете делать с недвижимостью? Это прям обязательный вопрос. И второй, как вы ее планируете покупать? За какие средства? В принципе, на этом все. Это 2 главных вопроса, которые нужно для себя решить, прежде чем приступать к поиску объекта. Потому что может быть так, что вам понравится какой-то объект, или вы потратите, вернее, прежде чем как его найти, вы потратите целую кучу времени, а потом поймете, что я не хочу. Я не хочу, например, сдавать краткосрочную аренду, потому что считаю, что квартира быстрее... ремонт в квартире быстрее убьется. Хотя в этом вопросе я не согласна, так как я занимаюсь и долгосрочной арендой, и краткосрочной арендой. Я считаю, вот, что краткосрочная аренда меньше убивает квартиры, потому что мы за ней постоянно следим. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я буду в Батуми еще приблизительно месяц. Если вы планируете купить квартиру и вам нужна помощь, с радостью вам помогу. А если вы ищете хорошую, самое главное, прозрачную, мне кажется, у нас самые вообще прозрачные отчеты, что вообще может быть в жизни, да. И еще у нас есть датчики от независимой компании, которые перепроверяют еще нашу честность, да. Обращайтесь, вы точно получите все деньги, которые заработала ваша квартира, на ваш счет. Вот. Рада вас видеть. Надеюсь, что я начну опять снимать видео, потому что сейчас у меня была нереальная загрузка. Просто я работала каждый день с утра до вечера. Но я так люблю недвижимость, что мне это, конечно, в кайф. Все. Всех целую. Пока-пока.